Пару лет назад мы пропали из виду для того, чтобы когда-нибудь вернуться. И все это время мы готовили что-то новое, масштабное, грандиозное. И теперь это время настало! Show must go on! «25 гитаристов будут сражаться за право быть первым. Первый получит не только славу и признание, но и 1 миллион рублей! И прежде чем прольется кровь и начнутся баттлы, необходимо собрать надежную команду. И каждой команде нужен настоящий лидер, тиран или деспот. Эту роль сегодня мы отводим нашим наставникам. Первый наставник – главный блюзман нашего города. Советская реинкарнация Джимми Хендрикса, известный не только в Санкт-Петербурге и Москве, а также в Прибалтике и за Уралом. Евгений Ламба! Следующий наш наставник в прошлом – работник кислородной службы, сельский учитель. В настоящем – известный гитарный блогер, коллекционер ретро-гитар, участник первого в мире гитарного батла, покровитель етицкой силы Глеб Олейник. Наставник, человек-легенда, человек sold out, отец русского гитарного ютуба. Что бы мы делали без его гитарных обзоров в трусах? Сергей Табачников! Правила игры. Итак, первый конкурс, отборочный этап. Каждый из наставников набирает 6 лучших, по их мнению, гитаристов. Они не смогут заранее увидеть никого из них. Гитаристы играют за специальным экраном. Наставники лишь слышат музыку и рисуют в своем воображении образ. Они не смогут понять, на чем, а главное, чем играет гитарист. Но если наставник захочет посмотреть хотя бы одним глазком на то, что происходит за экраном, ему придется потянуть за рычаг. И тогда, если повезет, он сможет увидеть коленку, гитару, бегущие руки по струнам и, возможно, даже лицо. Потому что одно нажатие за рычаг — это всего лишь 33% раскрытия экрана. Это Epic Play начало! Ребята, ну что, делитесь эмоциями, как настроение?
На самом деле очень захватывающе, но не волнительно, поскольку мы уверены в этом участнике. Мы знаем, что этот человек победит. Этот человек занимается музыкой больше, чем мы живем. У него слишком много сольных проектов за плечами. Фирма по производству саунд-дизайна для компьютерных игр. Он знает ее насквозь, и он должен сегодня победить. Всем привет. Ну, привет! Открыватель нашего шоу. Меня зовут Сергей, мне 37 лет. Я из города Санкт-Петербург, я занимаюсь саунд-дизайном для видеоигр и раньше занимался музыкальной звукорежиссурой. Я играл в группе «Цитадель» порядка, наверное, 10 лет. Свой творческий путь я начал с музыкальной школы по классу фортепиано. Потом на много лет это забросил и где-то лет в 16 взял в руки гитару. Ну, я считаю, что моя сильная сторона в гитаре — импровизация. Очень люблю блюз, поэтому, наверное, очень люблю импровизировать. Я очень рад участвовать в этом проекте. Все будет огонь. Представься, пожалуйста. Всем привет, меня зовут Сергей. Откуда ты приехал? Я родом из Санкт-Петербурга. Отлично. Уважаемые судьи, я ведь-то, как вижу, никто не нажал. Давайте разберем эту ситуацию. Евгений. Да, что уж. ж так? Блин, объяснять же нужно. Проще нажать. Проще не нажать, чем объяснять, да? Да, такая игра, надо набрать в команду себе своих людей и просто не моем немножко музло, но ты красавчик, очень, очень здоровско играешь. Спасибо большое. Неожиданностью было для меня там такие ритмические приколы в рифе, это было интересно. Спасибо большое. Это были триоли, я так понимаю. Ну, Глеб лучше знает. Глеб, скажи, что это были? Секстоли, триоли или что это? В том-то и дело, что я не понял задумку, что это должно было быть.
там были какие-то длительности. Но это было интересно. Да. То есть можно сказать, что ты придерживался какой-то тактики. Но какая-то тактика, я так и не понял. Поэтому у меня сложилось впечатление, что есть вступление. Оно меня прям дичайше проперло. Я подумал, о, да сейчас так и будет было. дичайший кач. Я тут начал задницей на стуле, вот, понимаешь, блинчики печь. Вот, но потом, когда дело дошло уже до... губной гармошки. Да, Если до губной показывать. гармошки. И где тема? Где то, что является вишенкой на торте? Как помнишь, black pussy, white pussy, типа там еще pussy с вишенкой. Где pussy с вишенкой? Где вишенка? Вот, pussy есть в начале, а вишенка где? Вот, и там такие партии, которые я бы упростил. Потому что, смотри, выходишь в волнение, выходишь там мандраж, там, ну, я представляю, хорошо, я бы сейчас вышел, обосрался бы по полной. Вот. Так что я тебя хорошо понимаю. Поэтому, конечно, лучше упростить партии, которые играешь, чтобы потом с запасом твоей техники, которую тебе там в 5 лет у тебя была, когда ты был маленький, хватило бы, чтобы их сыграть. Вот. А так, получается, начало, оба, сейчас, думаю, сейчас будет так круто. А дальше такое ощущение меня покинуло. Ну а ты скажи, что случилось с ритмом? А? Это что было, секстоли или... Это был ответ, Диман. Я сам не знаю. Диман, это был ответ. Что случилось с ритмом, а? Что? А здесь что-то слышно? Серег, ну давай, прокомментируй, почему ты не взял в команду? Честно слышу сразу, что очень волновался. Да, и я прям вижу эти вибрации. Это чудовищно. Они тебя заставляют делать необыкновенные вещи. А через минуту, когда экран не начал подниматься, ты, наверное, еще и обиделся на всех. Зря. Обязательно нужно обижаться. Ну, по песне, что сказать, она действительно там то это, то это, то здесь Ван Хален, то Джо Сатриани. Но ключ, как сказать, резюме, с такой песней я бы не смог поехать на Грушинский фестиваль. То есть примочки, квакушки, это все очень хорошо, но мелодия сквозь это, она не идет. Поэтому на Грушинский фестиваль, к сожалению, в этом году не получится. Ну, я думаю, что все будет хорошо, нужно продолжать. Потому что у тебя гитара с 3 синглами, и ты не можешь совершить ошибку. Ты уже пришел к истине. Да. Спасибо. Вот ты молодец. Спасибо большое, Сергей, за участие. В любом случае, это было как было. Магнифик. Мы будем рады смотреть за твоим развитием дальше. Давай, приезжай к нам в следующий сезон. И еще у тебя отличный костюм. Костюм супер. Спасибо. А если так и дальше пойдет? Тяжело, это... Не, ну, вот, Ну, смотри, вот, например, это вот всё рассказали. первый вышел, да, вот все судьи сидят, в носу ковыряют, никто на краник не нажал. Выходит второй, происходит такая же хуйня. Выходит третий. Вот. А у каждого по 6 человек должно быть в команде. А получается уже не по 6 у одного из нас. Ну что, придется дополнительных участников набирать. Что придется, да, дополнительный набор. Как угодить этим? Мобилизацию объявлять, что ли? Гитарную. Поделись своими эмоциями, ощущениями, как это было, что ты испытал. Ну, вообще, получил большую дозу адреналина. Конечно, переволновался. Хотя в гримерке пока ждал, волнения не было совершенно. Как только вышел на сцену, сразу все затряслось. Как думаешь, помешало это? Ну, конечно, повлияло, но все равно это тоже опыт. То есть своим выступлением ты доволен? Конечно. То, что ты мог, ты сделал. И с критикой согласен? Да, вполне все по полочкам грамотно. Да? Я рад всегда любым советам, они помогают развиваться.
Ой, вам. Всем здрасте. Привет. Меня зовут Артур Синкин, я коренной петербуржец, и мне 17 лет. Я начал играть на гитаре где-то лет в 15, играл просто блатные песенки, играл Цоя, и все. А дальше вот подарили электрогитару на день рождения, и полетело, начал заниматься. Ну, если меня никто не выберет, я, конечно, сначала расстроюсь, да. Это ненадолго, приду домой, снова гитара в руки и пошел заниматься. Я считаю, в принципе, этот конкурс может дать мне опыт участия в конкурсах, потому что это для меня первый конкурс такой. Да, я выступаю и довольно часто, но в конкурсах никогда не участвовал. Я пришел на этот проект побеждать, да, я настроен на победу, но если не получится участие в этом проекте, то уже хорошо. Привет! Скажи, Да. как тебя зовут? Меня зовут Артур Синкин. Мне Из 17 какого лет. города? Из какого города? Я местный, питерский. Отлично. Уважаемый жюри, мы сегодня будем вообще делать гитарное будущее нашей страны? Чего никто не нажимает, я не понимаю. В чем дело? Пусть вот Сергей Табачников и выскажется. Звук, говорит, не понравился ему. Ну, со звуком есть определенные проблемы, но это, конечно, больше вопрос к помещению. К помещению здесь, ну, катакомбы и фаза гуляет. А гитарная идея мне очень понравилась. Было неплохо. Я видел, ты вот взялся за Да, ручку и я уже хотел. взялся за этот вот предмет такой странной, необычной формы. За головку. Хотел его дернуть на себя, но немножко не успел. В целом было здорово, потому что и по драматическому развитию был и взлет, и падение, и раскрываемость была не хуже, чем у Леонида Каневского. Ну, здорово. Но чего-то все равно не хватило. Я думаю, что опыта моего опыта не хватило раскусить тебя в столь чудовищном звуке. Поэтому ты в жюри, тебя и взяли, чтобы ты опыту научил. Ладно, я думаю, что повезет в другой раз. А конкретно, что именно было не так, расскажет Глеб, потому что у тебя был проход в точности, как у Зака Уайлда. Вот этого, да? Глеб, как специалист по Заку Уайлду, да, точно сможет это Да, ну, прокомментировать. как говорится, повезет в любви, значит, однозначно. Продолжая тему Сергея. Про взлеты и падения мистер Сергей все правильно сказал. Вот в отличие от предыдущего выступающего, все это было действительно. Начинается одна хреновина, дальше цитата другая хреновина, это прикольно. Дальше развивается опять в первую хреновину, замечательно. Но подтянуть бы это все на действительно получше, если гитару слышно. Может быть, у нас было бы еще что-то, что можно прокомментировать. Но подтянуть бы это на более такой уровень технически высокий, было бы интереснее. Потому что слушается, когда какая-то фраза есть, у меня возникло такое ощущение, может быть, я не прав, что ты эту фразу вот просто туда запихал, ну просто потому что она у тебя есть в арсенале, а она туда вот пошла. Не потому что она там нужна именно концептуально, а просто потому что она у тебя есть. Вот у меня возникло такое ощущение. Понял, спасибо. На самом деле, может, по звуку я виноват. Я вчера ему сказал, говорю, у тебя гитара свистит, сделай поменьше гейна, ведь теперь ничего не слышите. Боюсь, что не в гейне Нет, дело не в гейне, дело в громкости. Да. Хорошо. И, Женя. кстати говоря, вот совет охуенный на $1 миллион. Смотри, у тебя сейчас шнур прямо смотрит на ботинок. А если ты сделаешь волшебную петельку безопасности, то обезопасишь свою гитару от выпадения кишки, то есть не сломаешь гнездо или джек.
Разрыв гнезда — это страшная вещь. Это долго Да. очень заживает. Гнездо на Разрыв британском гнезда — это ох, флаг. Женя, скажи, что ты там услышал? Ну, я себе сделал тут даже некоторые пометки, чтобы мне было что-то сказать повнятней. Ну, про тонет в миксе все уже сказали. Но я думаю, знаешь, все равно вот звук гитары, когда у тебя была цитата на Стива Вая, было кристально слышно и понятно все, что ты играешь. Вот, то есть, в принципе, ты сам звук строишь, управляешь динамикой, ну, аранжировкой, да? То есть, как бы, если тебя группа заваливает, это как бы, возможно, твоих рук дело, твоей аранжировки, да? То есть, и да, мне не хватило темы, потому что вначале ты ворвался в соло, я такой думаю, хоп, тема, значит, это нету темы, сразу соляк идет. Ну, клево, вот по технике это вот Глебу, он там лучше разбирается, по мне как бы все по технике было здорово, и ну вот я ждал тему, и вот она настала, эта цитата на Стива Вая была. Да. Вот. И так оба. Типа, вот смотри, вот так вот делаются узнаваемые фразы. Но теперь я вам сыграю еще 10 неузнаваемых. Да, было прикольно, так подарил надежду этой, а потом как бы еще один риф, еще. Они все по отдельности крутые, но вот просто хочется слушать композицию, музыку, да, а тут получается такой некий конструктор, и вот из-за этого я не нажал кран. Вот. Понял, спасибо. Тебе спасибо. Артур, тебе большое спасибо. Ты на самом деле молодец, ты отлично играешь, я видел на репетициях. Я думаю, еще 20 лет и ты будешь великим мастером. Ладно, шучу, приходи в следующем году обязательно. Спасибо, брат. И я считаю, что он похож на Гарри Поттера. А ты что думаешь? Ну, расскажи, как ты согласен, не согласен с жюри? Почему так случилось, почему ты не прошел? Ну, пока еще не могу точно сказать, мне надо это осознать, все их слова, да, в своей голове. А первая реакция? Как эмоции? От выступления своего же. От того, что услышал? Критику? Ну, было по делу, как я понял сначала, да. По делу говорят. Конечно, первое, что они сказали, что звук был не очень. Я подумал, может, второй шанс дать. Переиграю, да, с хорошим звуком, но ничего страшного. в этом Будешь нет. пытаться дальше в следующем году? Ну, посмотрим, может, в следующем году я уже буду сидеть там в жюри. Отличный настрой, молодец. Волнуешься? Очень, но я надеюсь, что участник не волнуется, знает, Ты что... все на себя взяла. Да, что я взяла все на себя. У Пусть него все победит и получится. выиграет. Знаешь, что выиграть можно? Миллион. Да? Да. Поделиться? Не знаю, Не ну, важно. это не важно. Да. интрига. Вот такие звуки в фильмах Родригеса выходит Дэнни Трехо.
ребята, все, это смотри. Смотри, у тебя просто джекпот. Меня зовут Григорий Шевердяев, мне 21. На музыку мне было все равно где-то лет до 12-13. То есть ко мне попал плеер старшего брата, и я начал там слушать просто, в принципе, любую музыку, которая там была закачана. Там было, короче, Bon Jovi It's My Life, там был Spring, короче, и тогда я, в принципе, немножко заинтересовался музыкой. А потом я услышал Whole Lotta Love Led Zeppelin. Идет вот эта долгая часть с шумами всякими, и потом идут супер жирные точки и соло с квакушкой у Джимми Пейджа. В общем, тогда я решил, что точно, короче, я буду играть такую музыку. Я надеюсь, что я выиграю этот проект и приложу к этому все свои силы. Здорово! Представься, пожалуйста. Меня зовут Григорий Шевердяев. Я из города Москвы. Вот. Сколько тебе лет? Мне 21 год. Вот такое поколение, ребята. Давай. Да. Серега, начинай ты. Добрый вечер, общество анонимных гитаристов. Мне 21 год, и у меня желтый телекастер. Я сразу его понял, сразу понял. Телекастер — это богиня. И, и грув пошел, соответственно. Все супер. Спасибо большое. Да, все супер, продолжаем мысль коллеги. Сначала интрига пошла такая пам-па-па-па. Я представил фильм. Слово интрига у меня. Да, я подглядел, я глаза себе сделал и теперь смотрю. Поэтому грамотно пищу. Ну так вот, я сразу представил себе сцену, где Дэнни Трехо выходит, какие-нибудь кровавые кишки, и под эту музыку это смотрелось бы органично. И я подумал, это то, что я люблю. Но потом вспомнил, что на Бандераса бюджета нет. Да, да и хер с ним вообще, как бы дело не в этом. Кишки без него можно. Кишки, да, без него на опрашки мы попросим, там нам навалят. Ну так дело не в этом. Дело в том, что дальше то, что ты сделал, не разочаровало, в отличие от предыдущих вариантов, потому что пошло дальше опять динамика вниз, там попездывание лайтовые, а потом хуяка, Не как надо вытащил. дети, друг, дети ж смотрят. Дети ж смотрят, Детям блядь. пора взрослеть. Мы живем в стремительно развивающемся мире, где, понимаешь, Я согласен. блядь, все, гаджеты, вот дети туда тоже смотрят, между прочим. Откуда они научились этому, да? В 21 год играть на гитаре, откуда научишься? Между просмотром порнухи смотришь видеоролики по гитаре и так и учишься. Перестань раскрывать правду. Они теперь все научатся. Да, так что мне понравилось очень. Да, сочные ноты эти, вместо 1000 слов лучше сочную ноту сыграть, чтобы, понимаешь, промежность прослезилась, и все будет хорошо. Спасибо. Шикарно, спасибо, Глеб. Женя, я видел, ты поэму начал писать под эту музыку. Прочитай, пожалуйста, что там, вот, наброски свои. Ну да, первое, что я написал, это интрига, вот это такой а-ля Foxy Lady, вот эта заводка гитары, как бы... Уже интрига пошла. Потом она продолжилась в следующей части интро, и такое было... Непонятно, что сейчас будет, но уже было круто. Вот. Потом прозвучала тема, правда, я ее вот уже забыл, как она звучала. Но звучала классно. Кран решил нажать, когда прозвучал, у тебя такой лик был с секстами, я подумал, наконец-то. Как бы, если я сейчас не нажму, то просто кого еще брать в команду? Кто еще секс-то сыграет? А это когда через струну, обычно на двух смежных играют квинту, а тут чувак догадался через струну пальцы поставить и получилось... Промахнулся, хочешь сказать? Нет, ну просто он умный, он догадался, что можно не на двух соседних ставить, а через струну палец, и получается вот то, что ты любишь. Да, то, что я люблю, ты совершенно прав. А потом звук, вот я слышу, наконец-то, деревяшка там звучит, все дела, думаю... Первый из них, кто пришел просто с проводом и воткнулся в маршрут. Супер. Ну вот оно и слышно. Да, давно пора. Человек. Заебись. Я подумал, телекастер, потом поднялся экран. И понял, что телекастер. стратокастер, блядь. Но сначала мы увидели твои ноги, как бы, они танцевали, и это просто вот тебе за это огромный респект. Женя сразу влюбился. Да, вот это жизнь, рок-н-ролл, и все, и ты вот группу включил, завел, они все к тебе побежали, да, кода там, оргазм в конце все испытали. Здорово. То есть вы все хотите этого мальчика к себе в команду? А мне нужен только его телекастер. И кеды. Ну так, что, настало время выбрать кого-то? На самом деле, я был бы, вот без всякой там лести и так далее, я реально был бы очень рад, если бы я оказался бы у любого из судей. Вот, но все-таки
Я с детства, в принципе, люблю блюзовую музыку, и мне кажется, что круто, когда гитарист еще и поет. Вот, и я все-таки склоняюсь в выбор к Евгению Ламбе. О, спасибо. Шестую, блядь, шестую. Да Дарью говно не служи. Ну что, пока зал не Надо еще слышит, что-то сказать? рассказывайте, когда в баню-то идем. Водка стынет, все дела. Не, ну вот согласитесь, сразу вот он, видите, без процессора дурацкого воткнулся напрямую. Ну, видимо... И все стало нормально. Да, и Нет, кишки из ну, а гитары может быть полезли. причинно-следственная связь в другом, то есть как бы он поэтому включился в комби, потому что так играет. Ну да, все Вот. по-человечески хоть раз, видишь, сразу. И мы сразу поняли это. Ты когда пришел, уже знал, к кому ты хочешь? Я думал, Или вот на месте? либо Глеб, либо Ламба, вот, или Евгений Ламба. Потому что, ну, мне, в принципе, как бы нравится то, что со звуком делает Табачников, много чего очень прикольного, вот, но стиль музыки не совсем близок, вот, а Ламба все-таки это блюз, вот. На самом деле Глеб на стримах очень много тоже играет такой олдскульной музыки, которая мне очень нравится, но мне показалось, что будет интереснее, если я буду все-таки с таким более блюзовым гитаристом, вот, смогу что-то новое подчеркнуть, вот. Тем более, что гитаристы еще и поющие, вот есть там выступление, и это блюз, это прикольно. Супер. Вот. Я тебя поздравляю. Блин, это очень круто. Спасибо. Желаю тебе дальше победы и уверена, что у тебя все получится. Волнуешься? Очень, очень сильно волнуюсь. Но Нереально просто. Ты веришь, не сомневаешься? Как думаешь, что... Я верю, я надеюсь, что за такое короткое количество времени моего любимого человека, который находится там сейчас на сцене, сумеет раскусить, понять, услышать, и все будет супер. О, вот это поворот. Щекочет мою душонку. Капельки капают, капельки. Спасибо. Кирилл Сычев, приехал из Тулы, 30 лет мне, в кавер-группах играю, преподаю гитару. У меня классическое музыкальное образование, закончил колледж искусств по классу классическая гитара. Но мне это не нравилось, меня переубедили, я вообще хотел поступать на электрогитару и быть рокером. И заниматься вот всем тем, что вот здесь сейчас происходит. Именно вот такие гитарные конкурсы — это то, что прям надо. Давно слежу уже за творчеством Сергея Табачникова. Вот, ходил на его мастер-классы, концерты в Туле, следил за шоу «Гитар Баттл», да, который у нас вот выходил до этого. Если меня выберут все, ну... Ну, во-первых, я сомневаюсь, что меня все выберут. Во-вторых, ну, если просто гипотетически представим такую ситуацию, то Табачников, конечно. Или Олейников. Ой, или Олейников. Офигенно, что я здесь. Наслаждайтесь.
Привет. Представься, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Кирилл, я из Тулы. Отлично. Сколько тебе лет? 30-ка. Отлично. Ну что, ребята, я смотрю, двое из вас нажали. Да. Сергей Табачников почему-то не нажал. С него и начнем. Ой, я заслушался, если честно. И я думал, что сейчас еще развернется третье проведение мелодии, и тогда я нажму, но все закончилось. Так-то вообще очень здорово, мне понравилось, действительно классно. А какие ты вкладывал эмоции в эту песню? О чем она? Не более двух, не более двух. 2 слова. Нежность и пусть будет тоска. Пускай так. Нежная тоска. Это здорово. И я от себя должен сказать, что немножко плавает ритм, грув, вот вся эта пульсация волшебная, так как ты один и перкуссионный, и мелодический инструмент, то пульсация очень важна. И здесь ты просто, понятное дело, волнуешься, и очень большое количество энергии уходит на технику, чтобы все там прозвенело, прожурчало, и теряется чуть-чуть эта пульсация. Ну, а в следующий раз, надеюсь, песня будет попроще, и ты сделаешь именно в эту сторону, в сторону грува. Обязательно, спасибо. Глеб, скажи, пожалуйста, вот ты нажал, ты же вообще там по металлу, причем здесь вообще фингерстайл? Ну, я по металлу это так, в кавычках. А фингерстайл — это заебись, у меня так не получилось бы. Чувак реально хорошо, все круто сыграл. То, что ритм плавает, ну что поделать. Приделаем к нему перкуссиониста, и будет все вообще очень круто. Мне понравилось развитие мысли. Каждый пассаж несет в себе какой-то смысл, концепция есть. Так что не зря ты 30 лет прожил. Спасибо большое. Женя, блюз на акустике, это будет интересно. Давай, расскажи, что ты запланировал? Я пока ничего не запланировал, я просто хотел не упустить тебя, потому что, акустика, такое смелое решение, неожиданное. Вдруг бац, я думаю, начинают играть... шанс, я должен дернуть за кран. Типа того. Я думал, парни выйдут, там будет вторая часть какая-то, что-то случится. Думаю, Джем такое начнется. интро. Потом я понял, что нет, к концу, и надо нажимать на кран. В общем, да, смелое решение, здорово. Вот это в первую очередь я оценил. Да, и погрузил всех нас на эти 2 минуты в какую-то такую атмосферу приятную очень. Было здорово. Спасибо. Спасибо большое. Взаимно. Спасибо. Ну что, настало время выбора. Кого ты выбираешь? Есть один человек в жюри, чье творчество мне уже давно знакомо. Прям, я считаю, это один из лучших, вообще для меня, по крайней мере, гитаристов и инструменталистов. Вот, но он сегодня меня не выбрал. Это про тебя. Вот. Прости, брат, я не справлюсь. Хорошо. И как раз после прошлого сезона гитар-баттла я для себя открыл еще одного очень классного человека. Это Глеб Олейник. Ура! Надо выпить коньячка по этому поводу. Это мой первый протеже, поэтому я должен это дело немножко отметить. Старый, добрый Кёнигсберг. Ну что, я тебя поздравляю. Спасибо. Супер, это было очень круто, это было необычно и неожиданно, и очень смело. На акустике. Как ты вообще к этому пришел? Я даже вообще не представляю, как это получилось. Я просто приехал сюда не выигрывать, там, не побеждать, никакой там, уж тем более не миллион забирать. Просто почилить. Ну просто вот всем понравилось, классно. Ребята, запоминайте, это самый лучший настрой. Просто кайфануть. Да, да. Ну что, как настроение? Это супер. Волнуешься? Конечно, волнуюсь. Нравится то, что делает твой конкурсант, участник? Конечно. Меня очень вдохновляет. К кому хочешь попасть? Я думаю, к Олейнику. К Олейнику. Как Да. думаешь, совпадет? Думаю, да.
Та-та-та. Человеческая музыка. Мефистофель. А мне понравился Джон Скофилд. Кран сломался. Девчонка! Меня зовут Лиза Соколовская, мне 24, и я местная, я из Санкт-Петербурга. Я по образованию музыкальный руководитель. Я всю жизнь думала, что буду художником, у меня папа художник, и в 15 лет я попросила купить мне гитару, и, соответственно, поняла, что мне музыка ближе, чем рисование, поэтому вот занялась с 15 лет, играю. Ну, я на самом деле больше, конечно, преподаватель, выступаю достаточно редко, но метко. Последний мой был опыт, это опыт игры в кавер-бенде, как и в качестве клавишника, так и в качестве гитариста, вот, и выступаю я сейчас только на джемах. Я очень рада, что я здесь. Надеюсь, я получу очень крутой и насыщенный опыт от этого выступления и желаю удачи всем остальным участникам. Ты, наверное, думала, что никто не нажал, но они нажали все три. Я тебя поздравляю. Серьезно? Представься, пожалуйста. Ой, я Лиза Соколовская. Что еще сказать? Из какого города? Я из Санкт-Петербурга. Сколько тебе лет? 24. Отлично. Ребята, давайте так. Вот первый нажал Ламбо, я видел, потом Глеб, и в самую последнюю очередь Сергей. Вот что тебя грызло внутри? Расскажи, пожалуйста, почему ты нажал вот прям финальные уже удары в крэш? Сексист. Ну да, конечно же, но тут все понятно. Двух мнений, как говорится, здесь быть не может. Мелодия шла, она была хороша, но чуть-чуть недораскрывалась. И я все ждал, ну вот сейчас вот все перевернется в моем мире и выйдет на третью мелодию. Но этого не происходило. Что-то перевернулось и ёбнулось там. Поэтому другом мире. что можно сказать? Если ты пойдешь ко мне в команду, мы разработаем с тобой эту мелодию и раскроем их. Раскроем полностью. Заманчиво. Ладно, Глеб, ты был предпоследним. Да, но мы так с Женей синхронно. Почему? Потому что, конечно, хотелось с самого начала как дернуть за кран.
Но я подумал, ну ладно, вот ты сейчас дернешь, а вдруг какой-нибудь пиздец потом начнется. Поэтому лучше под конец дернуть, чтобы уже понять, что ты выбираешь все, чтобы было хорошо. Вот. Вибрато мне понравилось, глубокая осмысленность есть в мелодии, оригинальный, так скажем, настроение оригинальное. Не ожидаешь такого. И это очень приятно. Мне все понравилось, супер. Спасибо. Женечка, давай, ты первый сдался шарму. Да, Ты я? почувствовал то, что там девушка за Нет, экраном? нет, вообще нет. Это было неожиданностью. Первое, что я себе тут в блокнотике, себе пометки такие делаю, чтобы ничего не забыть, написал слово «загадка». Вот эта мрачноватая мелодия, такое блюзово-металлическая такая, не знаю, я подумал, что я могу упустить как бы шанс вот человека, который делает осмысленную какую-то мелодию, да, ведет ее. В общем, мне все понравилось. Но? Нужно но, да? Блин. Ну, я из тебя сделаю. Ты сам построил свою речь. Давай. Да, но мне хочется немножко более характерного звука, может быть, да? Вот, менее тонущего в гейне, но это все равно было красиво. Вот особенно первая часть композиции, прям вот она завораживала. Вот. Дальше хотелось, как сказал Сережа, вот раскрытие какого-то темы. Чуть-чуть не хватило, но я под сильным впечатлением. Круто. А почему должна к тебе в команду пойти Лиза? Я, как я говорю, я просто испугался, что, вот не будет еще... Вдруг не будет человека, который так фразирует, который так вот чувствует... Так что ты ей можешь дать? Это вот понятно, то, что ты боялся. Просто А теперь продай что себя. ты ей дашь? Представь, что ты на опрашке. Как бы ты себя продал? Вот стоишь ты в своей колыбели и говоришь, я Евгений Ламба. У меня шаверма, кушай. Мы все три выбрали. Да. Что, я буду топить за звук, за стиль вот такой вот немножко более круглого звука, вот в эту сторону. И в рассказ, вот продолжение рассказа, как ты начинала, а потом должен быть, А потом хук. Да, хук. И Должен нокаут. произойти хук. Да. Отлично. Лиза, Да. выбирай. 3 красавца-мужчины. Кому пойдешь? Блин, все чудесные, на самом деле. Спасибо за теплые слова насчет композиции, потому что я, правда, делала ставки именно на гармонию и на мелодию, и, в общем, приятно, что оценили. Вот, я долго думала. И, наверное, я пойду к Олейнику. Сережа, мне кажется, у меня все хорошо складывается. И мне на тебя вообще команда похуй, да, интересная. то, что ты самый последний экран дергаешь. Ну, так что знаешь, что тут как, обсуждать я не знаю. Как говорят, кто последний, тот и папа, да. Тут, к счастью, не тот случай. Но, честно признаться, я был очень удивлен, что там женщина. Да. Потому что там были такие... Да. Обычно они там Очень уверенные, с да? ногтями как-то это все несерьезно. Да-да-да-да-да. А тут прям удивило. Я вот только когда колготку увидел, понял, Вообще. что да, что-то интересное нам Понял, предстоит. что когда первый этот этап поднялся, у тебя промелькнуло, наверное, вот мы едем на Евровидение. Потом еще поднялось, а нет, просто девчонка. Все вот эти вот штучки, бендики, вибрато, бендики в ноту попадают, удивительное дело. Гармония Да, а какая была гармония, сказочная. трам-пам-пам-пам-пам-пам. Сейчас зомби вылезут. Немножко гномы. Мефистофель тема. Да, я же да, первый как сказал, ведьма, да. колдунья такая. Да. Такая загадочная тема. Я, заметь, обрати внимание, кто к тебе идет. Бесы к бесам, блюзмены к блюзменам. А ты у нас ангелочек получаешься. Нет, я просто продаю, но я раздающий, нарезаю там разные дорожки, свожу миксы. Блин, ну ты крутая. Вообще ты молодчина, я тебя поздравляю. Так держать. Расскажи, пожалуйста, выбор твой совпал с тем, что ты хотела? Или ты такая, я стою и в последний момент, нет, пойду вот туда.
Ну, на самом деле, да, у меня практически в последний момент это все решилось, в голове как-то состыковалось, и вот. Какую-то критику услышала или только положительный момент? Или что-то для себя? Что развития немножко не хватило, но будем работать. Согласна с этим? Ну, наверное, да, потому что трек на самом деле старый, он был написан 3 года назад, вот, и я еще доработаю все. Ты сама написала? Да. Молодец, блин, это очень круто. Ты первая девчонка, которая прошла. Супер! я Вообще тебя первая девчонка. Ну что, ребята, волнуетесь? Нет. Нет? А ты? Я очень вообще. Молодец. Я прям... Мужская выдержка. Нравится то, что делает ваш участник? Безусловно, нравится, конечно. Я считаю вообще, что он делает лучшую музыку на этой планете, которая сейчас существует. Это крутая поддержка. У него наколки, он сидел! Виктор Боровский, 25 лет, Воронеж. Играю в группе под названием Немой Бенд. Мы сочиняем модерн метал, прогрессивный метал, металкор, электронику, пост-рок. Мешаемся друг с другом ради того, чтобы было мелодично. Про Guitar Battle было трудно не узнать. Его хорошо продвигали, и среди гитаристов нормально нашумело, молодцы. Так что, когда вы выпустили видосик Epic Play, вот как раз таки анонсик, я сразу же подорвался. Хочу проявить себя, впервые играю в лайв-бенде, сыграю впервые с лайв-бендом, и нужны деньги на лечение жены. Романтично. Мое стремление создать хороший, прогрессивный, металкорный проект в России, который включал бы в себя различные жанры, не зацикливался ни на каком конкретном из них, и делал музыку, харизматичную, душевную музыку. Рад, что сюда приехал, проявлю себя на максимум. Опять ты! А вы знакомы, что ли? Представься, пожалуйста. Виктор, Воронеж, 25 лет, играю в группе Немой Бенд. Ты знаешь, у нас с ним есть совместная песня, которая в топ-3 на Яндексе.
Ого, вот это да. Ну, значит, это будет еще не одна, я чувствую. Женя, ты тоже нажал. Вообще не твоя, не твое, как ты любишь говорить. Дело в том, что это мне очень понравилось вот это похоже на синтезатор местами. Я спросил Глеба, что это за звук? Это плейбэк, что ли? Это Говорит, свежий это- плагин, только что вышел, Archetype Rabia. Что свежий? Свежий плагин для гитары, Neural DSP Archetype Это Rabia. для компьютера, для ИВМ. Женя, это не осциллятора. твое. Это, знаешь, IBM PC 486, На DXSX, дискете это надо там. флоппи диск драйв. Короче, да, Вставляешь, и я поехали. в этом не шарю, но да, очень, очень клевое звучание. И мне понравилось, что вот эта тема, которую ты вел тэппингом, да, что ты не стеснялся ее продолжать снова и снова, потому что она как бы вовлекает. И вот не хотелось вот это... Я думаю, ну сейчас сорвется на это. И поэтому я как бы сидел, я думаю, ну к Сереге пошел, отлично. Его музло, вот прям его, вот как бы. Но потом я вот заценил вот эту драматургию. Мне очень понравилось, что ты держишься и не срываешься. Это прям очень круто. Вот, очень держит. А Серега, а ты почему так быстро сдался? Я скажу честно, звук говно, и нот очень много. Тоже говно. Но мелодия очень крутая. Вот моя работа, она как раз развидеть корень, развидеть чудо в этой грязи нот. Разглядеть. И сделать прекрасный цветок. Поэтому мы обязательно это сделаем. А Глеб! еще Да, я Жень. у себя пометил, что как бы трек кочевый, но вот в первый раз, ну прям, ну реально качнуло, то есть по-настоящему. Глеб, тебя не качнуло? Ну, конечно, просто Серега нажал первый, там чуть-чуть приоткрылось, я смотрю, о-ла-ла. Ну, Не да. девочка, Да-да. не буду. Не девочка, чё Не там. акустика, не девочка, Да-да. Вот, как говорит Женя, не мое. То есть все начинается, я так думаю, интересно. Вот в середине что-то такое было, то ли что-то пошло не так, то ли это такая экстравагантная мысль, которую мой IBM не Экстравагантная. считал. Вот, да. И поэтому я не понял, что произошло в середине. Дальше пошло повторение, окей, тэппинг. Но те мысли, которые ты излагаешь, идут вразрез с моим чувством прекрасного. Вот, и поэтому вот писюн кверху. Каждому свое. Да. Ну что, кому пойдешь? К блюзману динозавру или золотоискателю? Точно нет. Любителю плагинов. Он так хорошо отзывался о моей музыке, что... А этот меня так срал. Иди к Сереге. Точно тебе говорю. Ладно, настроишь мне звук, иду к тебе. Ну, не пожал вами руки. В следующий раз вытрите об него ноги. Ничего. Он у меня перестанет улыбаться сразу же. Я из него сделаю депрессивного героя. Окей, ну хорошо. Он, короче, все время тэппингом играет. Всё время петтингом. Петтингом, типа фишку. Он все на тэппинге делает. Так, а он может, например, двуручным тэппингом хуячить вот таким? Я не видел, я только слышал. Я не смотрел, я типа просто слушаю. Но там у него всякое проскакивает. И все вот, в принципе, вот такое же. Да, плюс-минус. Блин, а мне зашло. Если это все, в принципе, такое, то значит, это как бы прям... Концепт. Да, Он типа себя да, нашел. Ну, да, со да. звуком не вышло, а так заебись. То есть вот это вот фанера тебе не понравилось? Да, вообще в большинстве музыки все всегда плохо. Только зерно хорошее. Только а табачников делают, хороших. А делают говно. Надо все как-то лишнее убирать, оставлять только суть. Тогда будет здорово. Потому что когда ты это точно. выпил бутылку водки, тебе вот до всех этих вот мелких деталей уже нет никакого интереса. Тебе вот нужна простая народная мелодия. Да, вот когда мне выпил нужна бутылку, уже простая видна суть. народная мелодия, точно. Без бутылки. Даже. А Можно и так без народный не получишь. Ну да. Какие эмоции? Я весь трек думал, что никто не нажал. То есть я стоял спиной и не понимал, а оказывается, Табачников первым нажал, потом еще Ламба нажал. И вот это, конечно, было жестко, меня это демотивировало. Я думаю, я же здесь рок-звезда. А оказалось, что я же здесь рок-звезда, детка. Ну, все получилось, значит, я тебя поздравляю. Все получилось. Огонь.
Первый выпуск Epic Play сезона завершен, и первые участники набраны в команды своих наставников. Ждем ваших комментариев под видео, насколько справедливо было это судилище, и кто, по вашему мнению, достоин пройти дальше к цели 1 миллион рублей. Хочу поблагодарить вас всех за вашу поддержку и веру в нас. Мы изо всех сил стараемся вас не подвести. Мы начали наш эпический сезон благодаря вам и вашему желанию продолжать это. Однако, несмотря на 1000 запросов, всего 20% зрителей смотрят наше шоу по подписке. Давайте так. Хотите продолжение уже через неделю? Пройдите вниз под видео, нажмите подписку, ударьте в колокол. Это совершенно бесплатно. Так вы отблагодарите нас за наш труд. Как только мы наберем плюс 5000 подписчиков, мы выкладываем следующее видео. Надеюсь, увидимся через неделю. Это Epic Play.